Всем привет на моем канале. В этом видео я вам хочу сделать обзор на стиральную машинку Samsung. И сейчас покажу, как мы смонтировали сушильную машину колонной с стиральной машинкой. Я здесь оборудовала себе такой прачечный уголок. Значит, в прошлом видео я вам делала обзор на вот этот вот установочный комплект. Мы все-таки прикрутили на эти шурупчики. Вот этот вот поддон или универсальный монтажный комплект, как оказалось, не совсем универсальным, потому что вот эти вот проемы для ножек, они, получается, находятся слишком на дальнем расстоянии друг от друга. То есть второй проем вот здесь где-то. И получается, задние ноги сушильной машины, они не попадают в тот проем. То есть надо либо самим вот здесь вот его, как это, высверливать, я не знаю. Но мы в итоге ничего не делали, просто ноги на минимум выкрутили. Сейчас я вам попробую показать, если будет видно. Так, передние ноги попали вот в этот проем как раз. То есть передние, получается, в этом проеме, а задние просто на минимум выкрученные. Модель ее, сейчас я вам покажу, как называется. Так, вот ее модель. Рассчитана она на 9 килограмм. По поводу стиральной машинки. По размерам. Сейчас. Так, ширина ее 59 сантиметров. Глубина ее получается 55 сантиметров. Мы покупали специально так, чтобы по площади она была больше, чем сушильная машина. Так, размер сушильной машины 50 сантиметров глубина, 59 сантиметров ширина, как и стиральной машинки. Дальше по функциям. По функциям здесь, в принципе, все просто. Значит, включили, выбираем режим, какой вам нужен. Значит, режимов много. Машина с функцией EcoBubble. Сейчас я вам расскажу, что это обозначает. И класс энергопотребления А3+. То есть, в принципе, она достаточно экономная в энергопотреблении. Максимальное количество оборотов 1400. Значит, стандартный такой отсек для стирального порошка, основная стирка, для кондиционера и для предварительной стирки. Дальше это слив в случае там экстренной ситуации, когда нужно слить воду. То есть вот отсек для экстренного слива. Тут, в принципе, все показано, все нарисовано, как что делать. Так, теперь по функциям. Значит, функций здесь тоже достаточно много. То есть интенсивная стирка, эко, дальше на 15 минут стирка. Ну, если вы увеличиваете обороты, сейчас я вот включу, то есть я запускаю. Сенсорный экран у нас. Ладно, сейчас мы к нему перейдем. То есть вот если я, допустим, запускаю функцию быстрой стирки на 15 минут, и когда я увеличиваю обороты, да, то есть отжим, значит, если я увеличиваю обороты, увеличивается время стирки. То есть если я ставлю на 1200, значит, эта быстрая стирка будет стирать не 15, а 18 минут. Ну, то есть вот на данной функции максимальное время это 18 минут при оборотах 1200. Дальше. Каждодневная стирка, я ей пользуюсь чаще всего, потому что она занимает немного времени, час 04. Вне зависимости от того, какой режим выбран, на экране сенсорном вам всегда будет указано, сколько вам осталось времени до окончания стирки. Ну, деликатные, темные вещи, постельное белье, детские вещи, хлопок, эко-хлопок, там какая-то функция эко идет, то есть оно чуть дольше стирает. Значит, если просто в хлопке 3 полоскания, в эко 2 полоскания оборотов, что там 1400, что в эко 1400, только больше времени. Значит, функция эко хлопок, она отличается от просто хлопка, там она менее затратная по электроэнергии. Дальше функция синтетика,
функция шерсть, джинсы, полоскание плюс отжим, то есть все абсолютно регулируете, количество полосканий, количество отжимов, то есть все, что вам нужно, или без отжимов. Дальше очистка барабана. Каждый 40-й цикл, вот 40 циклов она отработала, и она включает напоминание, что нужно сделать очистку барабана. Вы просто тогда включаете и нажимаете старт. Очистка барабана, она очищает его от всяких там бактерий, ну вот как профилактику машин делает. То есть не надо ни моющие средства, ничего добавлять. Значит, цикл этот работает час 59. Также в этой стиральной машинке есть блокировка от детей. Удерживаем две кнопочки, вот эти, температура и полоскание. Точно так же 3 секунды удерживаем и снимаем блокировку. Точно так же можно выключить звук. То есть вне зависимости от того, какой режим стирки вы выберете, например, синтетика, вы можете управлять, добавлять любые настройки, какие вам нужны. Например, я хочу постирать там на 60 градусов или на 20, на 30, на 40. То есть управляете температурой. Дальше управляете количеством полосканий. Вот эта мисочка. То есть сколько вам нужно? 4, 5, 6, нет, 1, 2, 3. То есть количество полосканий. Дальше вы управляете оборотами. То есть на сколько оборотов вы хотите выставить отжим, да, этот. Потом вот эта вот ручка обозначает дополнительные функции, то есть мы выбираем, значит, вот эта футболочка обозначает интенсивная стирка, то есть для сильно загрязненных вещей, и она обычно увеличивает режим стирки. То есть если мы ее уберем, ой, сейчас, секундочку, вот мы убрали 2,36 минут, если мы ее добавляем, то уже 2,46. Также мы можем добавить вот эта функция обозначает, что предварительная стирка перед основным циклом. Можно добавить и то, и другое. То есть будет и предварительная стирка, плюс еще интенсивная она будет для сильно загрязненных вещей. Можно просто убрать. То есть вы уже регулируете сами нажатием вот этой вот кнопочки, то есть дополнительные опции. Также вот этот значок, я не знаю, что это, миска с лампочкой, или я не знаю, как он называется. Этот значок обозначает замачивание в пене. То есть вы включаете его. Если у вас есть какие-то такие стойкие, старые пятна, ну, сильно загрязненное белье, то есть эта функция, она 30 минут замачивает белье перед основным режимом. Так, функция стирка под утюг. Используя эту функцию, вы уменьшаете количество складок на белье, то есть белье получается не такое замятое. Можно сделать отсрочку по времени, то есть до 24 часов вы можете сделать эту отсрочку. Итак, что же такое функция EcoBubble? EcoBubble это функция, ну, как пузырьковая стирка, то есть она обогащает, стиральная машинка обогащает стиральный порошок и воду кислородом, и в итоге вода, насыщенная кислородом, она лучше проникает в ткани и удаляет там даже самые стойкие старые загрязнения. Если вы решили поменять программу, то вам нужно выключить вначале стиральную машинку, потом опять включить, выбрать уже, которую вы надумали, и запустить. Так, гарантия на стиральную машинку 10 лет. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.